Кашин – небольшой город Тверской области. История его насчитывает по меньшей мере 7 столетий. Город был центром самостоятельного удельного княжества со своим Кремлем, собственным летописанием, а к концу 16 столетия утратил самостоятельность, покорившись Москве. Был разграблен и сожжен дотла в смутное время. Нового расцвета Кашин достиг в XIX веке, развиваясь как торговый центр. С тех пор многое изменилось. Сегодня Кашин – провинциальный городок, и мы мало что узнали о его жизни за последние 1,5 столетия, если бы не сохранившиеся свидетельства кашинского старожила, донесшего до нас историю своей жизни и следы ушедших поколений. «22 марта 1868 года в семье кашинского мещанина Арсения Васильевича Колотильщикова и его жены родился сын Василий. Начинаю писать воспоминания. На ум приходит просьба моей любимой доченьки Ниночки, не раз просившей меня рассказать о своей жизни. Пишу воспоминания 75-летним стариком. Изменить прошлое бессильна даже боль. После окончания уездного училища родственники устроили меня в лавочку, где я торговал разными галантереями. Познакомился с торговцем Николаем Петровичем Черениным. Мы менялись книгами, обсуждали прочитанное. Однажды один из посетителей сказал мне: «Голубчик, бросьте вы эту дурацкую игру в торговца. Займитесь фотографией, и зарабатывать будете больше, и будете независимы. Для начала хватит, каких-нибудь 100-150 рублей. Подумайте, голубчик, об этом». Таких денег у меня не было, поэтому я стал делать камеру с помощью карманного ножика по рисункам каталога фотографий. Объектив взял из подзорной трубочки, матовое стекло заменил обыкновенным. Для занятия фотографией нужно было от губернатора разрешение, которого у меня не было. Я снимал без него, боясь привлечения к ответственности. В конце апреля 1891 года я получил записку от исправника явиться в полицейское управление. Там мне дали бумагу, в которой губернатор спрашивает пристава, находит ли он нужным открытие Колотильщиковым фотографии в Кашине. Я просил его дать губернатору благоприятный отзыв обо мне. Видишь ты, какой прыткий. Ну ладно, разрешение получишь через неделю. Теперь мне было не страшно будущее, к черту лавочку. С весны 1891 года я стал официальным фотографом.
1904 году в детский приют в качестве учительницы приехала Мария Федотова. В марте 1906 года я сделал ей предложение, а в мае мы обвенчались. Приехали после венчания домой, закусили, выпили чаю и зажили счастливыми людьми. Явилось желание испробовать свои силы на фотографической выставке, что я и сделал, послав 10 фотографий в Москву. Ездил ее посмотреть и учился. Уехал в Петербург за фотоматериалами, а через 1,5 недели вернулся обратно. Она скончалась от паралича сердца. Я решил пережить это горе у дорогой могилы, ежедневно посещая ее и работая, как во сне. На руках у сестры остался слабый младенец. Сестра всю себя посвятила заботам о ней и воспитанию. Нина очень любила сестру и звала ее мама Лиза. Соседние ребята бегали к ней играть. С 8 лет она попросила, чтобы ей позволили сходить за покупками одной. Один раз она потеряла деньги и очень плакала. Ей сказали, что это не беда, и папа надает ей опять. Сестра подготовила Нину к 1 классу гимназии. Она закончила его и перешла во 2. У Нины был свой рабочий столик. Она снята за 4 дня до смерти. Доктор Спасский сказал, что спасти ее нельзя, и она погибнет, о чем я узнал позже. Работа по фотографии прекратилась. Это снимал не я. Я же поступил в качестве научного сотрудника в Кашинский музей. И работал там, голодая и холодая, с сестрой до 1925 года. В 1925 году я опять занялся фотографией, потому что на рынке появились материалы. С грехом пополам, но можно было работать. Налог брали по личному произволу, но жаловался, платил и, любя это дело, работал.
Началась война. Не было заработков на покупку продуктов. Все, что можно было, продали. И в июле 1941 года я совсем оставил это дело. Питались только силосом из свекольного листа, 400 грамм хлеба, и то только при получке его, стоя в очередях у магазина в мороз зимой. У нас есть громкоговоритель, передает плохо, но все-таки бываем в курсе переживаемого момента. Сегодня как вчера, вчера как сегодня, и так ежедневно проходит жизнь. Другого выхода из этого положения нет. Крыша в нескольких местах худая и течет при дожде. Фундамент под двором весь сгнил, под крыльцом тоже. Чтобы привести это в порядок, нужно много денег и возни с ним, что не в наших стариковских силах. Как же тяжело настроение, но нужно мириться с ним. Вчера в день именин Ниночки был на ее могилке. Нередко просматриваем снимки, и тут она как живая, всплывает незабываемое и дорогое для нас. Книжку заканчиваю и начинаю следующую. Уж слишком ущемила жизнь. «75 лет мне и 79 сестре делают свое дело. В перспективе близкое будущее. Могила». Так заканчивается наша жизнь, так тяжело пережитая в последние года. И так хорошо, прекрасно, содержательно было былом. Когда душа изнемогает под гнетом тягостных потерь, не
верь, что счастья не бывает. Не верь, не верь, не верь. Оно придет к тебе, как прежде, ты сердце глубину измерь, и самой пламенной надежде